Здравствуйте, друзья! Этот канал о мистике из реальной жизни. Все истории на канале присланы подписчиками. Я благодарю их за это. Я думаю, что большая их часть найдена ими на просторах интернета. Поэтому у меня есть просьба. Пишите, пожалуйста, название источника. А еще благодарю тех, кто подписывается на канал, ставит лайки, грозные дизлайки и пишет свои комментарии. Ведь поставить пальчик вверх, если понравилось, или вниз, если не нравится, это дело секунды. Это очень поможет каналу в продвижении. Спасибо тем, кто смотрит из России все каналы через VPN, и этим благодарит за труд всех авторов каналов, ведь каждый труд должен быть оплачен. Стилистика авторов в историях сохранена. Вымысел в них или правда проверить невозможно, но в любом случае каждая из них, на мой взгляд, достойна внимания. Приятного вам прослушивания. Руки матери. Автор Орландо. Источник сайт Fostor.ru. Руки матери – это очень доброе и близкое понятие для каждого человека. На этих милых руках взрощено не одно поколение. О них пишут стихи. В этих руках счастье и будущее всего человечества. Они помогают нам при жизни и даже после смерти. Маму свою я потерял не так давно. В одном из своих повествований я уже подходил к этой теме, поэтому не стану повторяться. Каждый, кто проходил через подобное, понимает, что это за боль. Последняя встреча, последний взгляд, наша слабость перед неизбежным. Мама учила меня быть сильным, когда я хоронил своих родных и друзей. Тебе еще дела делать надо, сынок. Организовывать все нужно. Расклеишься, ничего не сделаешь. Я это запомнил, когда мама ушла. Я держался, не давая повода для слабости. История, которую я хочу вам представить, произошла со мной практически ровно год тому назад. В этом году весна в нашем регионе припозднилась, а в прошлом к этому моменту была в самом разгаре. Весна вообще замечательное время года, природа оживает. Великого русского поэта вдохновляла осень, но тут уж на любителя. Для меня каждая весна как новое рождение. Конец апреля, начало мая я с семьей по обыкновению провожу за городом. Пора пробуждения после зимы в моем маленьком цветущем уголке просто прекрасно. Лес полон жизни, кругом поют птицы. Гнезда этих милых божьих птах порой находишь на своем дачном участке, в самых неожиданных местах. То в густой кроне туи, то под козырьком крыльца, даже в куче старых строительных материалов. После насыщенных дней, проведенных на улице, ложишься в постель и буквально проваливаешься в здоровый крепкий сон. Свежий воздух делает свое дело. В то памятное утро я проснулась рано. Все домашние еще спали. Разбудил меня какой-то посторонний звук, доносящийся с крыши. Немного полежав в тишине, я уж было подумал, что показалось, и решил вновь отправиться в объятия Морфея. Однако звук повторился. Выглядело это так, будто кто-то топочет лапками по потолку с внешней стороны. Затем послышалось явное хлопанье маленьких крыльев. Ну вот, снова у нас маленькие обитатели появились. Видимо, гнездо решили свить. Это меня успокоило, и я еще немного понежился в постели. Однако, когда проснулись остальные члены семьи, то также услышали топот и хлопанье крыльев. Все говорило о том, что птица не может найти выход из-под крыши и хаотично мечется между кровлей и потолком. Дом у нас двухэтажный, мансарды нет, просто небольшой промежуток между крышей и потолком. Там даже в полный рост не встанешь, только ползком. Люка в это нежилое помещение также нет, просто потолок из вагонки, и все. «Как же тебе помочь, дружище?» – подумал я и отправился на крыльцо покурить. В этот момент я заметил на окне в прихожей множество птичьих лапок, а на выходе увидел вторую птичку. Она подпрыгивала к окну и билась с него лапками, оставляя следы. Маленькая трясогузка. Я проанализировал эту картину и пришел к выводу, что парочка птиц искала место для гнезда. Одна из птичек пробралась под кровлю и не может выбраться, а вторая чует попавшего в беду собрата и не улетает.
Подожду пару часов. Если не выберется, придется разбирать потолок и помочь несчастному созданию, решил я. По прошествии времени все осталось как есть. И, скрипя сердце, я взялся за потолок. Его пришлось вырезать в форме квадрата, чтобы я мог подняться с лестницы в это пространство. Бог с ним, потом восстановлю. Лишь бы птице помочь. С этими мыслями я приступил к делу. Поставил лестницу на 2-м этаже между спальнями и начал вырезать потолок. Вырезал квадрат вагонки примерно метр на метр и заглянул в пространство между кровлей и потолком. Когда глаза привыкли к темноте, я увидел маленького возмутителя спокойствия. Маленькая трясогузка забилась в угол и отчаянно молотила крылышками по крыше с внутренней стороны. Достать ее оказалось не так-то и просто. Мне было сложно развернуться в тесном пространстве, а маленький пернатый комочек не торопился ко мне в руки. 5 минут борьбы. 10. Я увлекся поимкой птички и, потеряв бдительность, двигаясь ползком на коленях назад, сорвался в вырезанное мной пространство. Инстинктивно взмахнул руками и начал проваливаться спиной в бездну. Тут мои руки кто-то подхватил и вернул мне равновесие. Эти руки, подхватившие меня, я не спутал бы ни с какими другими никогда. Сколько раз они обнимали меня, успокаивали. Эти руки благословили меня иконой в день свадьбы и проводили меня в жизнь. Я даже запах матери почувствовал, тот самый из детства, когда я плакал навзрыд с разбитыми об асфальт коленями, уткнувшись в мамину шею и обнимаемый ей заботливыми руками. Слезы навернулись на глаза. «Мам, ну что ты? Как ты меня, здорового мужика, удержала-то?» Рядом послышался легкий вздох и тишина. Птичку я спас, спустился по лестнице и открыл окна в спальнях 2-го этажа. Птичка сама выбралась через вырезанное мной отверстие в потолке и вылетела на волю через открытое окно. Хорошо, хоть на 1-й этаж не полетела, а то пришлось бы по всему дому ее ловить. Вот так по-доброму закончилась эта история со спасением маленького пернатого друга моими руками. И меня руками моей доброй мамы, руками, которые позаботились обо мне даже после окончания ее земного пути. Рад был описать свою историю для вас. «Ты куда?» Автор Орландо. Источник сайт Фостор.ру. Видеть смерть – тяжелое испытание. Тот, кто видел, как человек умирает, меня поймет. Однако, когда это происходит не впервые, сознание и душа начинают воспринимать это спокойно, как должное. В таких случаях, говорят, душа черствеет. Случай, о котором я хочу вам рассказать, произошел со мной в середине нулевых. Раньше я уже встречался с нечто подобным, поэтому воспринял все спокойно. Но здравый смысл трезвонит во все колокола о том, что такого не бывает. Бывает, это жизнь. Еще в детстве я обнаружил, что у меня слабый желудок. Требовалось правильное и регулярное питание. А в моем счастливом детстве, где главным развлечением были не гаджеты, а улица, питание состояло в основном из нерегулярных перекусов с преобладанием всякой сухомятки и прочих сомнительных радостей. Как итог, в студенческом возрасте я успел заработать себе не только гастрит, регулярно мучавший меня осенне-весенними обострениями, но и язву. Кто это все проходил, тот знает, поэтому не стану заострять на этом особое внимание, рассказывая о симптомах и прочих неприятных моментах, подобных болячек. В результате очередного обострения язвы я угодил на больничную койку. Экзамены в институте были сданы, лето в самом разгаре, а я в душной палате без друзей, нормального отдыха и на диетическом питании. Помимо меня в палате было еще 3 взрослых людей. Одного пациента уже готовили к выписке, и в палате через пару дней нас осталось 3. Одного из моих соседей звали Сергей Васильевич. Несмотря на приличную разницу в возрасте, он попросил называть его по-простому Василичем. Человек он был достаточно интересный. Работал в свое время в геологоразведке, рассказывал о работе, о постоянных командировках. Мне это казалось интересным и романтичным. Тайга, гитара, костер. Однако Василич быстро разрушил мои идиллические представления, рассказав о специфике профессии. Грязь, холод, жизнь в балках, гнус, комары и болото.
Было, конечно, безумно интересно, но представить все перипетии работы на севере нам, простым обывателям, вряд ли удастся, не увидев подобное хоть раз. Практически каждый день к моему соседу приходила супруга, пожилая добрая женщина, которая по возрасту годилась мне скорее в бабушке, нежели даже в матери. Она всегда приходила грустная и подолгу вполголоса разговаривала с Василичем, а я тактично выходил в этот момент на прогулку, если не было дождя, или просто побродить по коридору. Если бы я тогда знал причину всей этой грусти и боли, которую эта добрая женщина переживала внутри себя, пожалуй, вел бы себя еще скромнее, а не спрашивал бы ее с мальчишеским задором, как сегодня дела или нормально ли она добралась до дома накануне. У Василича, как оказалось, был диагностирован неоперабельный рак. Он угасал прямо на глазах. Если первые несколько дней я этого не замечал, то далее все стало очевидно. Бог отвел мне 1,5 недели общения с этим очень интересным и мудрым человеком. Я, конечно, не силен в медицине, но вроде безнадежных отправляют домой, дабы не портить статистику. Могу ошибаться, поэтому докторов заранее прошу меня простить, ежели навел напраслину. Однако мой сосед был рядом до самого последнего дня. 2 последних ночи были особенно тяжелыми. Он, видимо, испытывая боль, периодически впадал в забытье и тогда слегка постановал. Учитывая, какие могли быть в этом случае боли, считаю, что это очень мужественный человек. Мало того, за все время я ни разу не видел, чтобы человеку кололи морфин. Таблетки приносили каждое утро, но из уважения к человеку я не спрашивал, что это за лекарство. Я и о диагнозе узнал только после его смерти, если честно. На прикроватной тумбочке у Василича лежала пачка отечественных сигарет, но курить он не ходил. Он вообще поднимался с кровати только по санитарным нуждам. «Курить я бросил на старости лет», – с гордостью говорил мне Василич. Иногда доставал сигарету из пачки, обнюхивал и возвращал ее обратно. Как я уже говорил выше, последние 2 ночи мой сосед был очень плох. В последнюю ночь, скорее даже ближе к утру, на время я не смотрел, но летние ночи короткие, а за окном уже забрезжил рассвет. Василич позвал меня по имени. «Уйду я сегодня, жену бы только дождаться», – тихо сказал он. Утром пришла жена. Василич тяжело дышал, держал ее за руку и лежал с закрытыми глазами. Я по обыкновению вышел из палаты и, несмотря на солнечную погоду, стал бродить по коридору. Настроения идти на улицу совсем не было. Ходил я долго, не хотел видеть убитую горем женщину, да и просто хотел дать людям нормально пообщаться. Вернувшись в палату, я обнаружил, что старики там не одни. Помимо других 2 пациентов, рядом с кроватью Василича сидел доктор. Жена плакала. Василич тяжело дышал. «Попрощайтесь», – сказал доктор и подошел к окну. Женщина держала мужа за руку. Я присел на край своей кровати и смотрел в пол. Раньше я видел, как умирают люди, поэтому никакого страха не было. Лишь глубокое сострадание к человеку и его супруге. Не зная диагноза соседа, я в глубине души все равно надеялся на лучшее. Через час Василич затих. Я посмотрел на него. На шее пульсировала венка. Это было видно. Затем она пропала. Сосед глубоко вздохнул и, выпустив воздух, больше не дышал. Жена прижалась к его груди и разрыдалась в голос. Вновь пришел доктор, потрогал пульс и стал что-то записывать в бумагах. Возможно, время смерти. Лицо Василича приняло маску смерти. Даже нос слегка заострился, как это бывает. Кто видел хоть раз момент смерти человека, понимает, о чем я. Живое лицо, и резко становится как маска. Я решил не смотреть, как будут увозить моего соседа, и, выйдя из палаты, отправился на улицу. Спустился по лестнице, открыл дверь. И навстречу мне шел Василич. В тапочках, сером трико с вытянутыми коленями. Ткань трико висела на коленях пузырями. Знакомая тема для домашней одежды. И клетчатой холщовой рубахе. В руках у соседа была пачка сигарет. Тех самых, что лежали все это время на прикроватной тумбе. «Василич, ты куда?» Только и смог вымолвить я. Понимаю, что вопрос глупый. Особенно к человеку, который только что умер на моих глазах.
Однако я настолько растерялся, что этот вопрос первое, что пришло мне в голову. Да сигареты оставил на скамейке. При этом Василич назвал меня по имени. Сигареты оставил, а сейчас дождь пойдет, вымокнут. Как только за ним закрылась дверь, я, пройдя прямо по аллее, присел на скамейку. Яркое солнце светило, ничего не предвещало дождя. Я оглянулся вокруг. Мир жил обычной жизнью. За изгородью, отделявшей стационар от дороги, ехали машины. Охранник объяснял очередному водителю, что въезд на территорию больницы на личном транспорте только по согласованию с доктором. Еще одна душа ушла. А огромный мир в очередной раз этого не заметил. Теплые капли стали падать мне на руки из непонятно откуда набежавшей тучки. А ведь и впрямь дождик пошел. Прав был Василич, подумал я, и заторопился обратно в палату. Через 3 дня я был выписан. В день выписки в палате появились 2 новых обитателя, один из которых занял место моего доброго соседа. Рад был рассказать очередную историю из своей жизни для вас. Дело, изменившее мою жизнь. Автор мистер Буги. Источник сайт Фостор.ру. Случилось это во время моей службы в органах в качестве оперуполномоченного. Ночью в одном из сел при загадочных обстоятельствах погибла сразу целая семья. Расследовать это происшествие обязали меня. Я решил рассказать о ситуации, произошедшей со мной. Скажу сразу, что о существовании чего-то потустороннего в нашем мире я подозревал. Не сказать, что прямо верил, но и заядлым скептиком никогда не был. Относился к этому всему нейтрально. Каждую страшную историю пропускал через себя, анализировал и подводил итог. Правда это или очередной вымысел? Но однажды в моей жизни произошел переломный момент, после чего сомнений в наличии чего-то того, что невидимо для человеческого глаза, что скрыто от нас за дверями разного рода научных обоснований и прочих нелепых попытках объяснить необъяснимое, не осталось. Текста будет много, поэтому выкладывать буду по частям. Если понравится, то выложу продолжение сразу же. Меня зовут Александр. После окончания одного из московских юридических вузов я решил связать свою жизнь со следствием, а именно стать оперуполномоченным. Реализовать мечту детства я собирался не в Москве, а на своей малой родине, куда уехал 5 лет назад, чтобы получить хорошее образование. Вернуться решил по той причине, что все 5 лет городская жизнь была будто бы не для меня. Было ощущение, что я здесь чужой. Сельская жизнь манила и отдачей била по струнам души, когда приходилось уезжать после непродолжительных выходных и возвращаться в тесный, неуютный такой чуждый мне город. Наконец, собравшись с мыслями, я решился вернуться туда, откуда все и началось. Работать я устроился в город Краснослободск, что находится вблизи моего родного села, село Ельники. Приблизительно в 30 километрах, действие происходит в республике Мордовия, забыл упомянуть. Ничего особенного в этом городке не было. Единственное, что отличало его от села, это наличие пары-тройки многоэтажек в центре. Под моей юрисдикцией находилось несколько районов, в число которых входил и мой родной Ельниковский. Для дальнейшего понимания ситуации считаем нужным описать, что из себя представляют Ельники. Это достаточно большое село с количеством населения в 3000 человек, где находится множество магазинов, кинотеатр, шаурмечная, главный оплот цивилизации, парк, спортзал и многое другое. Можно даже сказать, что это был небольшой городок. Народ тут живет разный. В основном, как это часто показывают в фильмах про деревню, простые и добродушные люди. Я так много времени уделяю описанию этого места по нескольким причинам. Во-первых, по той причине, что именно там необъяснимое вторглось в мою спокойную, размеренную жизнь. Во-вторых, по причине безусловной любви к своей малой родине. Однако второе, в силу моих достаточно скромных поэтических навыков, я описать не смогу. Да и история не про это. Ну да ладно, отвлекся. До этого странного дела я проработал в органах уже около 2 лет и считался матерым сотрудником. На это во многом повлияла текучка кадров, поручения. Это утро было таким же, как и все предыдущие. Стояла солнечная погода.
Июльское солнце беспощадно кидалось на все, что находилось в зоне досягаемости. Я на своей десяточке ехал в участок, слушая по радио очередную новободную песню. Песни на флешке уже порядком поднадоели. Настроение было отличным. Такая погода. Да и дела начинают идти в гору. Происшествий мало. Преступлений из этих происшествий и того меньше. Да и те все на уровне бытовых. Петька украл у Маньки мешок сахара и тому подобное. Работать по таким делам было неинтересно. Однако именно с таким контингентом в большинстве своем и приходилось осуществлять деятельность в силу особенностей местной кухни. Но это не важно. Важно то, что еще чуть-чуть и долгожданный отпуск. Начинался он в середине июля, и до него оставалось еще 2 недели. 2 недели, в течение которых могло случиться все, что угодно. Но я надеялся на лучшее. Ведь, как упоминалось выше, дела-то в гору пошли. Подъехав к участку, я обнаружил, что у меня чуть подспущено правое переднее колесо. «Нехорошо», – подумал я. Но списав все на то, что машина просто стоит на горке, поэтому и кажется, что колесо спустило, я с по-прежнему счастливой рожей, вдыхая свежий летний сельский воздух, направился ко входу. Расплывшуюся на моем, наверное, глуповатом в этот момент лице улыбку нарушил дежурный. «Сань, Горбатый тебя к себе вызывает. Говорит срочное что-то. 2 недели до отпуска и такая подлянка. Ни разу за последние полгода ничего срочного не было. Это плохой знак», – подумал я, и уже с менее довольным, если не сказать, что хмурым лицом, направился к нашему майору. Моему непосредственному начальнику с фамилией Горбунов. Отсюда и прозвище Горбатый. Конечно, никто в лицо его так не называл, но при разговорах друг с другом только такая форма и употреблялась. Горбунов Виктор Михайлович был человеком дела. Службе в органах отдал всю свою жизнь. И выше майора не поднимался не потому, что он не подает надежд, а потому, что надежд не подавало государство, которое не хотело видеть в рядах высоких начальников людей честных и справедливых, коим и являлся Горбунов. В коллективе его уважали, несмотря на прозвище, которым называли за спиной. Ему было около 50. Темноватые, уже начинающие сидеть волосы, грубые черты лица, большой нос, напоминающий клюв орла, хорошо выделяющиеся скулы. Если бы Горбунов не стал полицейским, то, полагаю, ему очень подошло бы стать актером, ибо выглядел он как типичный начальник из какого-нибудь сериала про ментов. Поднявшись на 2-й этаж, я постучался и приоткрыл дверь с расположенной на ней табличкой, на которой черным шрифтом на золотистом фоне было написано «Начальник уголовного розыска Горбунов Виктор Михайлович». «Разрешите, товарищ?» – не успел договорить я, как Горбунов сразу осек меня. «А, Орлов?» – фамилии, естественно, изменены. «Заходи», – басовитым, разносящим по кабинету эхом голосом произнес майор. «Присаживайся давай». Осторожно пододвинув к себе стул, я приземлился на него. Лицо мое было серьезно. От широкой улыбки, которая наличествовала 5 минут назад, не осталось и следа. Лицо Горбунова тоже было серьезным, если не сказать, что растерянным. Видел я его таким нечасто, а когда видел, то это предрекало какое-то сложное дело, расследование которого затягивалось на несколько месяцев. «Ну, Саша», – сказал майор, отодвинув в сторону все документы, сложив руки вместе и направив взгляд на меня. «Ты у нас человек не новый, работаешь уже достаточно продолжительное время, поэтому я и вызвал именно тебя. Дело требует опыта, тем более проживаешь ты вроде в тех краях, а значит сориентируешься лучше». «Что-то серьезное случилось, товарищ майор?» – спросил я, уже начав напрягаться от столь долгой подводки, не характерной для Горбунова. «Ну, как тебе сказать, лейтенант?» В этот момент лицо майора приняло еще более задумчивый вид. Брови нахмурились. «Я во всякую чертовщину отродясь не верил и продолжаю придерживаться скептической точки зрения. Однако участковый местный мне всю плешь провел со своей мистикой. Я сидел спокойный внешне и напряженный внутри. Внутренний голос говорил: «Хрена тебе лысого, Саша, а не речка с шашлыком в отпуске». Однако выбора у меня не было. Да и дело наклевывалось интересное – мистика.
Подсознательно человека все равно притягивает что-то загадочное вне зависимости от того, верит он в это или нет. Вот и у меня внутри загорелся маленький огонек азарта, заменяя собой тоску от неисполненной мечты об отпуске. А кто его знает, может и получится за 2 недели это все закончить. Мысли прервал басовитый голос Горбунова. Короче, Склифосовский. В Ельниковском районе, село Ельники, на улице Заречная, дом 5, нашли мертвыми недавно купившую этот дом и поселившуюся в нем семью. Заречная, подумал я про себя. Интересное совпадение. Все дело было в том, что, исходя из слухов, передаваемых по селу и уже, наверное, имевших силу легенды, на территорию моего села в годы правления Ивана IV Грозного сгоняли ведьм. И жили они как раз на улице Заречная. До сих пор ходят слухи, что на этой улице пара-тройка ведьм проживает, потомки тех, что при Иване жили. «Все бы ничего», – продолжал Горбунов, – «но уж больно странно все там. Я с таким впервые встречаюсь. Эта молодая семейка состояла из мужа Евпатьева Сергея Анатольевича, 25 лет родом, из Казани, Евпатьевой Ангелины Викторовны, также 25 лет родом, аналогично из Казани, и их новорожденного ребенка. Смерть наступила сегодня ночью. Никаких повреждений на телах не нашли. Но не в этом странность. Горбунов поднял стакан воды, стоявший на краю стола, сделал глоток и продолжил повествование. Ребенок пропал куда-то. Майор смотрел на меня и молчал, видимо, ожидая какой-то реакции. «Ну и что? Может быть, похитили, хотят продать либо целым, либо по частям. Встречалось уже ведь такое», – произнес я. «Это лейтенант первое», – не обратив внимания на мою реплику, продолжал майор. «Второе. У родителей такие лица были, будто они перед смертью чего-то очень сильно испугались. Мне участковый в таких подробностях рассказывал, что аж мурашки по спине бегали. Говорит, рты застыли в гримасе крика. Причем так широко, как ни один человек открывать не может. Глаза широко открыты, и зрачки белесые. Говорит, что даже матерые сотрудники из следственно-оперативной группы, которые огонь и воду и медные трубы за годы службы прошли, не могли в глаза им смотреть, сразу простыней накрыли. Я слушал слова майора, и мурашки мелкой россыпью бежали по моей коже. От мороза, ударившего по коже, я на пару секунд и забыл, что на улице 30-градусная жара. Однако виду я, конечно, не подал. Как у них могут быть раскрыты рты, если мышцы обычно сжимаются, а не разжимаются при смерти? Обычно рот, как и руки, мертвой хваткой закрыт. «Сань, подаю по той же цене, что и купил. Хрен его знает, что там на самом деле было. Я, как и ты, лично ничего не видел, только со слов очевидцев». «Понятно». Я достал из нагрудного кармана блокнот и сделал пару пометок. «И, наконец, третье, самое интересное», – произнес майор, встав с кресла, скрестив руки за спиной и повернувшись в сторону окна. «В этот дом они только 2 дня как переехали. Купили его у родственников умершей 2 года назад Карпатовой Зинаиды Павловны. Скончалась от какой-то старческой болезни в возрасте 73 лет. Точно не знаю. Что странно, в ее доме никто не жил. Даже родственники, которым этот дом достался по наследству. Участковый этот мистик хренов сказал, что она ведьмой была, и что, мол, в доме этом чертовщина всегда какая-то творилась, поэтому и не осмелились там родственники поселиться». Майор около 10 секунд молча стоял и, наслаждаясь задувавшим в открытое окно душной комнаты прохладным воздухом, рассматривал что-то на улице. Обернувшись, он наконец произнес: «В общем, дело непонятное. Если бы верил во всю эту чертовщину, сказал бы загадочное. Но сколько раз в моей практике были подобного рода загадочные дела». Майор саркастично пошевелил указательным и средним пальцами. «Никогда никакой мистики я не встречал. Поэтому я думаю, что участковый просто с местными перепил, вот и чудится ему всякое. Самогонку меньше лопать надо, и жизнь понятнее станет». «А при чем мы-то тут, товарищ майор? Там же опер должен был быть в составе следственно-оперативной группы», выждав паузу, спросил я. «Молодой он слишком, и полгода не служит, а дело серьезное. Так что давай собирайся, сейчас же выезжай на осмотр трупов, а потом на место происшествия.
Трупы пока что у нас тут в городском морге, завтра их перевезут в столицу. Об отпуске теперь не могло быть и речи. Я встал с видимым недовольством со стула. «Разрешите идти? Иди, лейтенант». Я молча развернулся и вышел из душного кабинета. Получив папку с копией материалов дела у дежурного, я направился к выходу. На улице стояла все та же жаркая погода, но от прежнего летнего настроения не осталось и следа. Предстояло сложное дело, которое выпадает нечасто, если не сказать, что очень редко. Такого, чтобы было сразу 2 убийства, не бывало в нашем районе никогда. Уж за 2 года моей службы так точно. А тут еще и похищение ребенка. На часах было 9 утра. Люди проходили мимо участка, торопились на работу. Молодые люди, вероятно, студенты, приехавшие на лето в город, мило гуляли парочками и поодиночке, шумно смеясь. Везде кипела жизнь. Везде, кроме дома, где в эту ночь произошло двойное убийство. Туда я собирался направиться после осмотра тел потерпевших. Накачав колесо, которое, как я уже успел выяснить, именно спустилось, а не имело такой вид из-за горки, на которой стояла машина, я сел внутрь и начал изучать любезно предоставленные дежурным материалы дела. Информации было немного. Следствие началось только сегодня рано утром. Из материалов дела следовало, что смерть предварительно наступила вследствие сердечного приступа, вызванного сильным испугом. Обнаружила тела соседка погибших, Марья Сергеевна, женщина 65 лет, проживавшая в селе с самого рождения, замужем, имеет детей, внуков. «Надо бы к ней заехать», – подумал я, перелистывая очередную страницу. Дело действительно было очень странным. Что могло до смерти напугать сразу 2 здоровых молодых людей, непонятно. Куда исчез ребенок? Почему в материалах дела нет никакой информации о наличии следов преступления? Мою голову не покидало неприятное чувство, которое овладело мной еще в кабинете у Горбунова. Голова была тяжелой. История, рассказанная майором в кабинете, видимо, наложила на меня отпечаток. Когда я закончил изучать материалы, время уже близилось к обеду. Их было действительно не так много, но изучать пришлось очень внимательно, чтобы не упустить ни одной детали. Запустив двигатель из своей десятки, я двинулся в сторону морга. Морг находился в подвальном помещении обычной поликлиники. Если бы я не работал в полиции, то, наверное, в жизни не догадался бы, что именно там находится это страшное для многих место. Здание недавно было отремонтировано. Внутри было большое количество пациентов. Обнаружить вход в подвальное помещение можно было только изрядно походив по коридорам, зайдя в дверь, расположенную прямо под лестницей, и спустившись вниз. В общем, замаскировано все было очень хорошо. Как я уже и говорил выше, дел об убийстве в наших краях было крайне мало. По этой причине бывать в морге за 2 года моей службы мне приходилось нечасто. От силы, наверное, раз 5. Однако этого хватило, чтобы привыкнуть к этому специфическому сладковаткому запаху трупов. Спустившись вниз, я обнаружил, что меня уже ждал какой-то мужчина в белом халате, лет 35-40. Видел я его тут впервые. «Добрый день, вы, наверное, Орлов?» «Здравствуйте». «Да, оперуполномоченный лейтенант Александр Сергеевич Орлов, уголовный розыск». Я потянулся за удостоверением. «Ой, да что вы, не нужно, я верю», – улыбаясь, проговорил мужчина. «Другим здесь бывать незачем. Пойдемте за мной». «Ах да, не представился. Анатолий Павлович Дегтярев, работник морга». «Очень приятно». Мужчина мне показался довольно странным. Он носил черные круглые небольшие очки с линзами, которые сильно увеличивали его глаза, и бородку, что придавало его образу вид сумасшедшего старичка, а не 40-летнего мужчины. Дегтярев развернулся и направился прямо по темному коридору. Я пошел вслед за ним. «Знаете, нам сегодня привезли очень интересные экземпляры. Честно признаться, я такое впервые вижу. У них до сих пор напряжены мышцы ротовой полости, что вызывает удержание его в открытом положении. И глаза. Когда проводишь ладонью, они не закрываются, как должно быть. Они остаются открытыми. Это очень странно. Разберемся, и не такое видели», пытаясь сделать голос как можно басовитее и серьезнее, произнес я, внутри себя осознавая, что такого мы точно еще не видели.
Пройдя по извилистым коридорам около 30 метров, мы спустились чуть ниже и уперлись в железную тяжелую дверь, открыв которую врач провел меня в огромную комнату, где было значительно холоднее, чем в остальной части морга. Вокруг меня стояли носилки с расположенными на ними черными пакетами, в которых, вероятно, и лежали трупы людей, покинувших этот мир по разным причинам. Большинство скончались, так скажем, по собственному волеизъявлению. А вот двое из этих черных пакетов ушли в мир иной совсем недавно и при очень странных обстоятельствах. Именно мне и предстояло выяснить, отличается ли их смерть от смертей всех остальных, лежащих здесь. Сами или помогли? Болезнь или действия третьих лиц? На эти вопросы мне предстояло ответить, и одна из ниточек, ведущих к правильному ответу, могла обнаружиться прямо сейчас. Доктор подошел к двум лежащим в самом дальнем углу черным пакетам. «Вы точно готовы это увидеть, лейтенант? Это, прямо скажем, жуткое зрелище. Открывайте уже!» Восприняв слова доктора как издевку, нетерпеливо сказал я. Доктор взялся за замок, находящийся сверху пакета, и начал медленно тянуть собачку вниз. Начали виднеться волосы, женские волосы, длинные, шелковистые, будто она и не мертва была вовсе. Доктор полностью расстегнул пакет и раздвинул его руками. Меня бросило в дрожь. Холодный пот выступил на лице, когда я увидел эту жуткую картину. Я лейтенант полиции с 2-летним стажем работы, который видел уже многое, стоял как вкопанный и с удивлением. Нет, не с удивлением, с ужасом, пронзающим меня словно множество кинжалов. Смотрел на эту безумную картину. Лицо девушки было совсем не похоже на человеческое. Это было не лицо, это была именно гримаса испуга, как говорил мне майор. Выпученные белесые глаза, наполненные ужасом, страхом перед чем-то необъяснимым, неведомым. Широко открытый рот. Так широко, что тело больше напоминало не когда-то живого человека, а монстра из фильма ужасов. Ротовая полость была в 2 раза шире, чем у среднестатистического человека, будто ее растянули. Уголки рта при этом были порваны и образовывали собой рваный разрез длиной в сантиметров 5. Я не знаю, сколько по времени смотрел на эту ужасающую картину, стоя как вкопанный. Однако скоро обнаружил, что сквозь мое затуманенное от увиденного сознание пытался пробиться какой-то мужской голос, до того неприятный в эту секунду, что хотелось сделать все, лишь бы его не слышать. Я очнулся. Мое потерявшее равновесие тело, вместе с которым на несколько минут потерял связь с реальностью и мозг, лежало на полу, а над ним с испуганным лицом навис доктор, что-то крича и хлопая мне по щекам. «Ну, наконец-то! Я уж думал, что придется наверх за помощью бежать. А говорили, что и не такое видели». С видимым волнением и даже заботливостью произнес доктор. «Подняться можете?» «Да». Голова раскалывается. Что со мной произошло? Я медленно поднялся на ноги. Тело девушки уже было закрыто. Вы молча стояли и рассматривали тело около 2 минут. Я думал, что все идет по плану, и это какие-то ваши специальные приемы осмотра. Однако я понял, что мои догадки не оправдались, когда вы начали терять равновесие. Хорошо, что я успел подставить руки, и вы не ударились головой о плитку при падении. Я начал хлопать вас по щекам, кричал, чтобы вы очнулись, а дальше вы знаете. Спасибо, Анатолий Павлович, все еще держась за разрывающуюся от боли голову, произнес я. Очень странно, со мной такого ни разу не было. Совсем не за что, товарищ лейтенант. Все бывает когда-то впервые. С улыбкой сказал доктор, глядя на меня своими увеличенными из-за стеклянных линз очков глазами. Желания смотреть еще один такой же экземпляр у меня не было, и я решил позволить себе отступление от правил. На теле ничего не обнаружили, повреждений нет? Нет. Причиной смерти явилось точно не внешнее воздействие на внутренние органы. Мы сейчас готовим заключение, и, скорее всего, подтверждается предварительная версия вашего эксперта, криминалиста, что смерть наступила вследствие остановки сердца, вызванная сильным испугом. Уж не знаю, что могло так напугать сразу 2 взрослых людей, однако это факт. С мужчиной все обстоит аналогичным образом. Выглядит так же. В общем, все абсолютно идентично. У меня не было желания снова смотреть в эти поглощенные ужасом глаза,
на этот широко открытый рот. И, доверясь доктору, я отказался от осмотра второго трупа. Если там действительно все одинаково, то осматривать его не имело никакого смысла. Я вышел из морга. Ужас закончен, подумал я. Конец первой части. Дело, изменившее мою жизнь. Часть 2. История разделена на части не по смыслу написанного, а по окончанию места в заметках телефона. Историю писал в свободное время, которого практически не было, как говорится, на коленке. Поэтому все вот так. Как и обещал в комментариях под первой частью, выкладываю сразу все части с финалом вместе. Приятного чтения. Осмотр трупов не принес должного результата. Это печалило. Состояние после обморока оставляло желать лучшего. Голова раскалывалась, полуденный солнцепек усугублял ситуацию. Душевное состояние после увиденного тоже было так себе. Я впервые столкнулся с чем-то странным, сложно объяснимым, и впервые я потерял сознание, осматривая трупы. Вся эта история грузила больше, чем обычные убийства, по которым мне приходилось работать. Наличествовала какая-то тяжесть в голове, будто конец этой печальной истории я уже знаю, и мне очень тяжело с этим жить. Не знаю, как точно описать это чувство. Наверное, тут хорошо подойдет слово «тревожность». Да, именно тревожность, будто за мной кто-то гонится или следит, и я не могу расслабиться из-за этого. Это и есть то чувство, которое преследовало меня с самого начала разных мероприятий и усиливалось по мере каждого шага к разгадке. На часах пробило 12. Нужно было ехать непосредственно на место происшествия. Путь был недолгий, около 30 километров от города, в котором я находился. Дорога хорошая, долететь можно было за 15 минут. Ближе к часу дня я уже стоял в селе Ельники, на улице Заречной, и смотрел на темную, покосившуюся из-за отсутствия должного ухода фигуру деревянного дома под номером 5. От него буквально веяло чем-то отрицательным и опасным. Заходить в него не было никакого желания. Так и во всякую чушь про отрицательную энергетику и аномальные места поверишь, подумал я. Забор, крыша, местами уже проваленная, сарай, который уже значительно лег на бок. Все свидетельствовало о том, что эта недвижимость жилой не является. Я не понимал, как можно было его купить. Почему именно этот? У нас же есть множество хороших вариантов в селе. Но молодая пара выбрала именно эти развалины. Наверное, было дешево, подумал я. В голове было множество разных мыслей, но из всех выделялась одна очень жуткая. Знали бы они, какую страшную цену им придется заплатить впоследствии за этот дешевый вариант. Дом стоял в самом конце улицы, на отшибе. Однако не был отделен от других, как во всех историях про ведьм, жилища которых были по обыкновению расположены где-то в стороне от деревни. Нет, тут все было иначе. Рядом стоял дом соседки, напротив тоже стоял аккуратный побеленный домик. Да и вся улица была очень оживленной, заставленная опрятными ухоженными домами. Молодые пары гуляли, бабушки сидели на лавках возле дворов, обсуждая незваного гостя. Дети играли в песочницах, построенных хозяйственными отцами. Если бы я не знал, что здесь произошло, а просто проезжал вдоль Заречной улицы мимоходом, то я и не подумал бы, что прошлой ночью в этом месте погибла целая семья. Причем погибла непонятно, странно, загадочно. Я решительно пытался отвести от себя все мысли про мистику, про что-то потустороннее, но получалось скверно. Я убеждал себя в мысли, что в деле содержится слишком мало фактов, чтобы начинать верить в то, что ловить мне придется потустороннюю сущность, а не преступника из плоти и крови. Да и как ее поймать, если все же внутреннее «я» окажется правым? Оно же не живое. «Саша, брось ты эту ерунду. Ты пока только трупы осмотрел. Никого не опросил даже. Может, выражение лиц – это какая-то особенность, которая проявляется редко. Может, медведя, волка увидели. А что? Возможно ведь такое? Село от леса не так уж и далеко. Может, местные подшутили над новыми жителями? Какая к черту мистика? Уже 26 лет живешь на этом свете и ни разу не видел ничего подобного. Если бы она была, то ты бы уже обязательно в этом убедился, подумал я, пытаясь привести себя в чувство.
Все время раздумий я стоял и, облокотившись на машину, смотрел на этот злополучный дом, скрестив руки перед собой. Я настолько погрузился в мысли, что не заметил, как ко мне со стороны асфальта подошел какой-то человек. «Здорово, внучок!» – произнес женский визгливый голос, так громко, что я даже дернулся от неожиданности. «Фух, напугали!» – сказал я, выравнивая дыхание. «Добрый день!» Перед собой я увидел бабушку лет 60-70. Она была одета, как обычная деревенская, да и не только деревенская, пенсионерка в летнее время. Платок, халат, цветочек и галоши. Она производила впечатление энергичного и жизнерадостного, невзирая на возраст человека. Если кто-то жил в деревне, то, наверное, знает такой тип людей, у которых физический возраст не совпадает с возрастом психологическим. Это очень энергичные, харизматичные люди, которые могут заряжать своей энергией всех окружающих. Видимо, эта бабушка была как раз такой. «Ты чего, по поводу произошедшего в этом доме приехал?» «Да. А вы располагаете какой-то информацией?» «Еще б я не располагала, милок. Я ж соседка ихняя. И ихняя, и предыдущей злыдни этой. Я ж тут как уродилась, так и живу». «А, вы Марья». Было неудобно, я забыл отчество этой бабушки и полез в нагрудный карман рубашки за блокнотом. «Марья Сергеевна, я». Видя мои неловкие попытки поймать в глубоком нагрудном кармане блокнот, сказала она, заулыбавшись. «Да, прошу прощения. Отчество из головы вылетело. Вы, как я полагаю, нашли тела?» Все же, достав блокнот и ручку, задал вопрос я. «Да погодь ты со своими рукописями, шустрый какой. Пойдем ко мне, вот я тут прямо рядышком живу». Бабушка указала на соседский рядом злополучным дом. «Там за чаем и поговорим. Нечего на улице об этом. А может, чего покрепше тебе налью?» С хитрецой перещурившись, произнесла Марья Сергеевна. «Спасибо, я не пью». О гостеприимности сельских людей я знал не понаслышке. А уж если предложение зайти домой исходило от какой-нибудь сельской бабушки, то отказывать означало потерять очень важного информатора. Поэтому, недолго думая, улыбнувшись, я произнес: «А вот от чая, пожалуй, не откажусь». «Вот», – оживилась сразу бабуля. «Молодец, милок, что не пьешь», – сказала она так громко, что находящиеся в зоне видимости люди на секунду разом обернулись в нашу сторону. «Значит, чай будем с пирожками пить. Только утром сегодня сготовила». Дом был простой и напоминал избу начала 20 века. 2 комнаты, в одной из которых находилась печка, а в другой, как в общежитии, стояли кровати в количестве 4 штук. На одной из них я увидел лежащего мужчину. Он был очень худым и имел бледный цвет кожи. Видимо, был очень болен. Бабушка любезно провела меня к столу, который располагался практически рядом с печкой, и посадила на лавку. «Живем потихоньку, внучок. Я да муж мой. Вон в соседней комнате лежит. Раньше по хозяйству мне помогал, а последние 3 года слег и лежит. Изредка выходит на лавку посидеть. Слабый очень стал, хворь его одолела. Старость берет свое. Слышит плохо, видит тоже слабо. Дети, внуки в городе все. Вот в августе на 2 недельки приехать должны. Скорее бы уже», – мечтательно говорила Марья Сергеевна. Бабушка достала из печи пирожки, налила чай и села за стол. «Ладно, Марья Сергеевна, давайте к делу. Расскажите, пожалуйста, в общих чертах, что произошло». «Ой, милок, страх это». Интонация бабушки поменялась с веселой и энергичной на сожалеющую и испуганную. Лицо приобрело аналогичное выражение. «Видала я их последний раз часов в 7 вечера вчерашнего дня. После прогулки домой шли. И я их и поймала. Познакомились, поговорили. Хорошие ребята. Поведали, что дом этот очень дешево взяли. Будут восстанавливать. На мои слова о том, что нельзя в нем жить, усмехнулись только и сказали, что в чертовщину эту не верят. На этом и разошлись. Ночью я проснулась от сильного грохота. Прислушавшись, я поняла, что это из ихнего дома. Посмотрела на часы, пробило ровно 2. Идти проверять было страшно. Муж, как ты понимаешь, защитить меня в случае чего не смог бы. Перекрестилась и спать легла. А через час вообще кошмар начался. У меня последние волосы дыбом стали. Я только начала засыпать и слышу пронзительный женский визг. Да такой громкий, будто резали кого-то живьем. Продолжался недолго, секунды 2.
После снова оглушительный грохот и громкий, доходящий до визга, детский плач. Но тот вообще сразу умолк, и секунды не прошло. Вот тогда-то у меня и прошелся мороз по коже. Ладно, крики-стуки. Женщину можно успокоить, источник грохота устранить. Но как дитё-то угомонить за полсекунды? Полушепотом, смотря куда-то в стену, произнесла бабушка. После всего этого кошмара наступила тишина, гробовая тишина. До утра я не спала и свет не включала. Лежала, боясь пошевелиться. Только часов в 5, когда совсем светло было уже, сходить туда осмелилась. Думая, ну мало ли чего. Может, поругались. Дверь в дом была открыта. Это уже меня напугало. Я прислушалась, никаких звуков. Вошла в дом. И в первой же комнате они лежали посередине комнаты с ртами и глазами раскрытыми. И в потолок смотрят. Причем лежат так, будто специально положил их кто аккурат посередине помещения. Руки и ноги в стороны были раздвинуты, как у звезд этих морских. Страшно было очень. Прибежала домой, сразу в полицию позвонила. Ну, тут ваши и приехали. А вещи разбросаны не были? Может, бардак был? Вы же грохот слышали. Вероятно, шкаф какой упал. Нет, отмахнулась рукой бабушка. Не было никаких вещей на полу. Все было прибрано чисто. Будто и не происходило там ничего в эту ночь. Как, собственно, и всегда. Этот дом своей жизнью живет, милок. Загадочной интонацией полушепотом сказала Марья Сергеевна, смотря на меня выпученными глазами. Что значит своей жизнью? А то и значит. Не любит сущность, живущая там, когда хозяйничают в этом доме. И всегда там порядок. 2 года уже никто не живет. А порядок. Во как. Ни одной пылинки нет. Ты не смотри, что он снаружи такой побитый. Внутри там все так же, как и 2 года назад. Да прям мистика какая-то, усмехнулся я, делая запись в блокноте. А ты зря усмехаешься, милок. Те вон тоже усмехались, царствие им небесное, перекрестилась бабушка. Я посмотрел на Марью Сергеевну и громко сглотнул ком, ставший в горле. В голову заползали жуткие мысли. Человек, живущий на этой земле в 3 раза больше меня, сейчас прямо говорит о существовании чего-то паранормального. Вернувшись в реальность, я произнес: «Так, Марья Сергеевна, давайте продолжим. Расскажите, пожалуйста, о прежней хозяйке». Постепенно у меня начала закрадываться мысль, что эта странная бабулька может мне лгать. Может, она причастна к тому, что случилось, но говорила она очень правдиво, будто сама боялась. Если она и лгала, то делала это очень профессионально. Ведьмой она была, как отрезав, сказала свидетельница. «Что значит ведьмой, Марья Сергеевна? У нас всех ведьм еще в Средневековье посжигали», снова усмехнулся я. Однако юмор этот был скорее из-за нарастающей тревожности, страха от всей ситуации. И я шутил сам для себя, шутил не смешно. Шутил, чтобы успокоиться и отвлечься. Марья Сергеевна мою шутку не оценила и, не меняя серьезное выражение лица, продолжала говорить. Многое про нее поговаривали, нелюдимая она совсем была. Ночью куда-то шастала, то и дело. Какой нормальный человек в полночь будет ходить куда-то? Возвращалась под утро. И что самое страшное, людей она ненавидела. Вытаращив глаза, на меня все так же полушепотом произнесла бабуля. От прежней ее веселости и гостеприимности не осталось и следа. Она выглядела как сумасшедшая. Было это в году в 85-м, начала рассказ Марья Сергеевна. Женщина одна, знакомая моя, повздорила с ведьмой этой в магазине. Не знаю, из-за чего конфликт был. Да вот только закончился он не очень хорошо. Неизвестно, что Лидка эта ведьмина говорила, но на следующее утро заболела она сильно и к вечеру скончалась. Вот так вот. Врачи так и не определили, от чего. Сердце просто взяло и остановилось. «Понятно», – хмуро ответил я. Эта история была уже больше похожа на правду. Здесь хотя бы все было объяснимо. Мало ли совпало так. Поругалась? Так это дело житейское. А умереть могла из-за проблем с сердцем. Или отправила ее ведьма эта на тот свет. Я немного успокоился. А кто Евпатьевым дом этот продал? И почему никто из родственников предыдущей собственницы в этот дом не поселился? Спросил я, чтобы окончательно свернуть с разговора про ведьм и прочую ерунду.
Ну ты у этих родственников и спроси. Они же тоже в Ельниках живут. Пытались они, только вот 2 дня пожили и съехали. Не знаю, что там у них приключилось. Сейчас я тебе адрес напишу. Бабушка встала, направилась в другую комнату и через минуту притащила мне небольшой кусочек листа, на котором был написан адрес. Спасибо большое. Да не за что. Интересно поглядеть, как наша милиция будет с нечистью-то бороться, с улыбкой произнесла Мария Сергеевна. Уверен, нет там никакой нечисти. Разберемся и найдем всех причастных к совершению преступления. Мария Сергеевна, еще такой вопрос. Ребенок-то где? Вы не видели его, когда в дом вошли? Чего не видала, того не видала. Не могу тебе тут ничем помочь. Понял вас, заключил я, положив блокнот с ручкой в нагрудный карман. Ну, спасибо, Мария Сергеевна. Все было очень вкусно, произнес я, встав из-за стола. Да не за что, Бог тебе в помощь в этом деле непростом, внучок. Будь осторожен. Как-то по-свойски, по-родному пожелала бабушка. Обязательно, Мария Сергеевна. Еще раз спасибо. Я вышел на деревянное, давно не крашеное, где-то уже разваливающееся крыльцо, которое поприветствовало меня характерным скрипом. В лицо пахнуло свежим теплым июльским воздухом. Дело близилось к вечеру. Солнце постепенно сдавало позиции и уже не пекло, а нежно обогревало, как одеяло в холодную зимнюю ночь. Хотелось отдыхать. Не было желания думать ни об убийствах, ни о еще одних свидетелях, родственниках ведьмы. И уж тем более ни о какой мистике. Любоваться красотой летнего села было некогда. Необходимо было еще опросить родственников предыдущей собственницы дома и желательно успеть закончить к участковому. С ним тоже надо бы обсудить эту ситуацию. Я сел в машину, запустил двигатель, ответивший мне приятным урчанием, и, разгоняя дорожную пыль, понесся по адресу, данному мне Марией Сергеевной, распутывать очередную нитку огромного клубка. Семья Епифанцевых проживала в одной из квартир двухэтажного дома. Квартира их была расположена прямо перед входом в дом, на 1-м этаже. Я несколько раз нажал на звонок, и по ту сторону двери послышались спешные шаги. «Кто там?» – спросил молодой женский голос. «Полиция. Оперуполномоченный лейтенант Орлов», – тыча в глазок удостоверением, произнес я. Послышались раскатистые, отдающие эхом на весь подъезд щелчки дверного замка. Дверь открылась, и перед собой я увидел женщину лет 45 в домашнем халате, шлепках и маской из огурцов на лице. Она осматривала меня с видимым неудовольствием, будто я какой-нибудь надоедливый сосед, у которого никогда нет соли. «Вы дверью не ошиблись? Но если вы Епифанцева, то нет. В листке с адресом, который я получил от Марии Сергеевны, была написана и фамилия свидетелей. Епифанцева, что вам нужно? Может быть, пригласите внутрь? Это по поводу дома, который вы на днях продали молодой паре. Не думаю, что это должна слышать общественность. Проходите», – произнесла Епифанцева, закрыв за мной дверь на замок. «Прямо проходите и присаживайтесь на кухню. Я сейчас подойду». Я вошел в небольшую, но достойно отделанную кухню. Внутри был порядок. Все стояло там, где должно стоять у порядочной хозяйки. Ожидая Епифанцеву, я достал блокнот и начал писать примерные вопросы, которые необходимо было ей задать. Епифанцева появилась через минуты 3. Внешний вид ее изменился. Халат сменили спортивные штаны с майкой. Маска из огурцов больше не закрывала довольно красивое лицо. Она оперлась спиной на гарнитур, скрестила руки и косым взглядом посмотрела на меня. «Что вас интересует? Для начала то, как я могу к вам обращаться», стараясь успокоить свидетельницу своим миролюбивым тоном, произнес я. «Алина Владимировна, обращайтесь», – желчью произнесла Епифанцева. Было любопытно, почему она так со мной разговаривает. Может быть, причиной тому являлась какая-то неприятная история, связанная с полицией? Или, возможно, она причастна к убийству, и это ее защитная реакция. Второе было, конечно, маловероятно. Зная психологию преступников, они скорее будут охотно врать при допросе, или же испугаются при одном только виде сотрудника правоохранительных органов в случае причастности к чему-либо противоправному. Модель поведения Епифанцевой, наоборот, свидетельствовала скорее о ее непричастности. Однако везде есть исключения.
Поэтому ее я вписал в свой блокнот, но пока только карандашом. «Алина Владимировна, вы в курсе, что произошло сегодня ночью в доме, который вы пару дней назад продали?» «В курсе. Все село на ушах с самого утра. Скажите, пожалуйста, вы кем являлись предыдущей собственнице?» «Сестра я ее троюродная». «Расскажите, пожалуйста, о ней немного. Причем тут она? Она скончалась уже около 2 лет назад. Оставьте ее в покое. Если вам что-то нужно узнать, то спрашивайте у меня». «Алина Владимировна, если я спрашиваю, значит, это необходимо для следствия. Я не для себя интересуюсь. Мне это незачем. Погибли люди. И от того, что вы скажете, зависит, получится ли найти причину их смерти или нет», – повысив тон, сказал я. «Не заставляйте меня угрожать вам статьей, пожалуйста», – произнес я уже спокойно и размеренно. Не знаю, что повлияло на Епифанцеву, мой тон или же что я пригрозил ей статьей. Но она, к моему удивлению, заговорила. «День странностей», – подумал я. Обычно так не работало. «Что вас конкретно интересует?» Убрав скрещенные руки и сменив интонацию на какую-то больше обидчивую, спросила она. Создавалось впечатление, будто она сейчас заплачет. «Скажу прямо, некоторые люди называют ее ведьмой. Почему?» – произнес я и в ожидании ответа перевел взгляд с блокнота на свидетельницу. Были у нее такие замашки, но она даже меня в них не посвящала. Не особо мы с ней общались. Разница в возрасте большая. Да и вообще она ни с кем не контактировала. Постоянно сама себе на уме. Никто не нужен ей был. В чем выражались замашки? Постоянно травы какие-то собирала. На доме у нее слова на непонятном языке какие-то были вычерчены. Ночью могла ни с того ни с сего сорваться и куда-то пойти. И возвращалась только утром. Странностей было много. Хорошо. Скажите, пожалуйста, почему вы не жили в том доме? Он же, насколько я знаю, достался именно вам по завещанию. Да, хоть мы и мало общались с Любом, но все-таки общались. С остальной родней она вообще не контактировала. И поэтому она в завещании указала меня. А касательно того, почему не жили, тут долгая история. Рассказывайте, я не спешу. Приготовившись слушать и писать, произнес я, устремив пристальный взгляд на Епифанцеву. Когда я узнала, что получила дом этот по наследству, я так была рада. Лишняя недвижимость не помешает никогда, а тут вообще бесплатно. Но радость очень быстро сменилась печалью. Мы сразу же после завершения всех юридических формальностей съехали с мужем с нашей съемной квартиры и переехали туда. Но прожили там недолго. Епифанцева замолчала и, нервно потирая руки, пристально смотрела в пол. Сначала я полагал, что она думает, как продолжить историю. Однако спустя 10 секунд наблюдения этой картины мои мысли об этом развеялись. Я немного наклонился вперед, чтобы посмотреть ей в глаза. «Алина Владимировна», – тихо произнес я. Вздрогнула она и вопросительно посмотрела на меня. Я поерзал на стуле и вернулся в прежнее положение. «Что с вами?» «Да ничего», – задумалась просто. Женщина выглядела растерянно. «Так, вы прожили там недолго и...» «Что дальше-то было? Почему вы съехали?» – протянул я первые предложения, будто разговариваю с ребенком. «Да, мы переехали». Она прислонила одну руку к виску, будто бы пытаясь вспомнить то, что уже давным-давно забыто. «Алина Владимировна, если вы неважно себя чувствуете, то можем перенести наш разговор». «Нет, все хорошо. Давайте уже закончим побыстрее, чтобы избавить друг друга от лишних встреч». «Ну так почему вы съехали?» Состояние Епифанцевой было очень странным. Создавалось впечатление, что несколько минут назад совсем другой человек открывал мне дверь. «Да потому что чертовщина там какая-то творилась», – неожиданно для меня закричала она. И на сегодня все, друзья. Продолжение следует в следующем выпуске.